Привет, друзья! Добро пожаловать на сегодняшний урок. Сегодня у нас необычный формат урока, где я объясняю вам какую-то тему. А сегодня урок в новом формате. Вопросы-ответы. Со мной сегодня мой племянник Дима, который задаст мне вопросы. Такие вопросы, которые мы часто задаем друг другу в повседневной жизни. И я отвечу на эти вопросы двумя-тремя фразами, чтобы вы слышали, как звучит натуральная, естественная речь на русском языке. Готовы? Вам интересно послушать наш диалог? Дим, я тебя слушаю. Кто ты по национальности? Я по национальности русская. Какой твой родной город? Мой родной город Москва. Хотя я бы сказала, что я родилась в Москве, но уже много лет живу за границей. Кем ты работаешь? Я преподаватель русского языка как иностранного. Ты бы хотела поменять профессию в будущем? Какой интересный вопрос. Да, я очень интересуюсь психологией. Меня увлекают отношения между людьми, наши эмоции, реакции на разные ситуации. Едет мотоцикл, мы дали ему проехать. Так что да, я бы очень хотела попробовать себя в роли психолога. Чем любишь заниматься в свободное время? В свободное время я очень люблю быть на природе, наслаждаться видами природы, например, смотреть на океан. Я очень люблю тоже заниматься спортом, йогой, люблю слушать музыку, люблю переделывать одежду. Почему важно заниматься спортом? Спорт дает тебе чувство контроля над собой и своим телом, помогает тебе преодолевать ограничения, показывает тебе, что ты можешь достичь результата, даже если не веришь в это, и если чувствуешь, что ты слишком слабый, ты потренируешься и докажешь себе, что ты можешь. Ты любишь русскую кухню? Нет, я ненавижу русскую кухню. Ты креативный человек? Как научиться находить новые идеи? Хороший вопрос. Я всегда думала, что я не креативный человек, а сейчас поняла, что креативный. Потому что, например, люблю переделывать одежду, или потому что я люблю находить новые нестандартные решения в разных ситуациях. И как это делать? Я думаю, что чтобы быть креативным, нужно реально постараться широко мыслить. Говорить, а как еще можно это сделать? А что еще можно придумать в этой ситуации? Например, это стандартное решение, а какие нестандартные решения существуют? И просто написать себе, что приходит в голову. Так рождаются новые идеи. Какие плюсы и минусы работы онлайн ты видишь? Плюсы – это то, что у тебя свободный график. Ты сам регулируешь свой рабочий день. Ты сам регулируешь свое рабочее время. И тебе не нужно тратить время на то, чтобы ехать на работу.
это понятно. Минусы заключаются в том, что ты сидишь в четырех стенах, и у тебя нету социальных контактов. Ты не общаешься с другими людьми, со своими коллегами. Почему продолжаешь преподавать русский язык сейчас, когда интерес к нему ослаб? Действительно, почему? Потому что русский язык — это мой родной язык, это часть моего ДНК, можно сказать. Хотя, конечно, язык не закодирован в нас. Я использую это выражение как метафору. Я думаю, что это часть моей культуры, и я отказываюсь верить в то, что политика определяет культуру. Культура намного шире и богаче, чем политика или политическая ситуация. И мое решение преподавать русский язык сейчас, когда к нему нет интереса или интерес очень слабый, ослабленный, это мое решение поддержать русскую культуру. Какими языками ты владеешь? Русский мой родной язык. Я говорю свободно по-польски, потому что я прожила много лет в Польше. Говорю по-английски достаточно неплохо и по-испански. Понимаю немножко французский и понимаю украинский. Что тебе помогло выучить иностранные языки? Я думаю, что желание выучить эти языки — это один из ключевых элементов успеха. Нужно хотеть выучить этот язык и понимать, зачем ты его учишь. Почему русскому ты скучаешь, живя за границей? Классный вопрос. Больше всего скучаю по душевным разговорам. Какую книгу ты бы рекомендовала прочитать? Вопрос кому? Прежде всего, я верю, что всем нам нужны разные книги на разных этапах жизни. И поэтому нету универсального решения для всех. Книга, которая произвела на меня огромное впечатление недавно, это книга «Mindset». Еще я прочитала книгу «The Power of Now», которая говорит о том, как важно быть в данном моменте и проживать этот момент в полную силу. Это произвело на меня огромное впечатление. Эти две книги я рекомендую от всей души, но это не книги для каждого. Почему в России люди часто ходят в музеи и театры? А ведь ходят, правда? Очень часто. Я думаю, что первая причина — это климат, что в России очень холодно, и люди не проводят много времени на улице. И вторая причина, которая связана с первой, это то, что театры, музеи — это интегральная часть русской культуры. Чтение книг тоже. Ты любишь искусство, музыку? Да, я не представляю себе жизни без искусства и без музыки. Я думаю, что они добавляют такое новое измерение нашей реальности, помогают нам ценить красоту каждого дня. Почему некоторым очень трудно выучить иностранный язык? Я думаю, что некоторые не понимают до конца, зачем им этот иностранный язык,
и учат его немножко через силу. И второй аспект – это то, что люди думают, что иностранный язык – это такой твой родной язык, только с другими словами иностранными. А это так не работает. И когда люди видят разницы, отличия между языками, они злятся и говорят, ну почему на этом иностранном языке это не звучит так, как на моем родном? И это затрудняет изучение иностранного языка. Какие черты характера помогают быстрее выучить иностранный язык? Я думаю, что важно открыться новому иностранному языку. Важно понять, что это новый мир, который ты открываешь для себя. И что это мир другой, чем твой родной язык. И поэтому важно не мыслить в категориях, как сказать это так, как я говорю на родном языке, только иностранными словами, а полностью изменить подход и сказать, как эту мысль выражают носители другого языка. Важно ли владеть иностранным языком или достаточно пользоваться Google переводчиком? Все зависит от потребностей каждого человека. Лично для меня знание языков – это что-то невероятно важное. С каждым новым языком я открыла для себя новый мир, новую культуру и новый менталитет. Приведу один простой пример. Вы можете себе представить, что, например, в сообщениях, официальных сообщениях польских банков будет информация: радуйтесь жизни, наслаждайтесь своими выходными с семьей. А в официальных сообщениях испанских банков вы найдете такую информацию.